Сильнейший удар по ФСБ. Элита России уничтожена. Кошмарное унижение для Путина. За секунду до катастрофы генерал США пошел против Трампа. Миллионы людей спасены. Что произошло? Досмотрите. Главный оппозиционер атакован. Правительства отказываются с ним говорить. Дни оппозиции сочтены. Дедлайн для президента. Времени не осталось. Решение требуют прямо сейчас. В район идут боевые корабли. Пощечина для режима. ЕС вышел с официальным решением. Кому достанется больше всего? Расскажем детали. Об этих и других самых главных событиях утро пятницы 24 апреля. Спасибо, что вы с нами. Самое важное – найти главное в потоке событий. Меня зовут Алексей Бурлаков. В эфире «Нехта». Начинаем. Разгром российской элиты, удар прямо в центр оккупированного Донецка и, похоже, по очень жирной цели. Украинские дроны разнесли командный пункт ФСБ в многоэтажке, где в момент атаки находились офицеры управления мобильных действий. Сообщается, что дроны застали российское командование прямо на месте дислокации. Если эти данные подтвердятся, для ФСБ это один из самых болезненных провалов за долгое время. По заявлению украинской стороны, 12 российских офицеров были уничтожены на месте, еще 15 получили ранения. Ждем подтверждения. 2 секунды, которые спасли мир. Трамп собирался применить ядерное оружие по Ирану и почти добрался до ядерных кодов, но ему помешали. Эту историю рассказывает экс-аналитик ЦРУ. Появился отчет о том, что в субботу вечером у них состоялось экстренное совещание, и согласно одному отчету, поступившему с этой встречи в Белом доме, Трамп хотел использовать так называемые ядерные коды, и генерал Дэн Кейн встал и сказал «нет». Он задействовал свои полномочия, как так сказать, главы вооруженных сил. Судя по всему, это был довольно крупный скандал. Есть фотографии Кейна, выходящего с той встречи с низко опущенной головой. После короткого 2-недельного перемирия ситуация снова пошла в разнос, переговоры в Исламабаде провалились, Трамп то говорит о сделке, то угрожает ударами по иранской инфраструктуре. В Тегеране считают, что дипломатия может быть только прикрытием для силового сценария. Евросоюз окончательно дал зеленый свет 90 миллиардам евро для Украины. Об этом сообщили после формального одобрения на уровне ЕС. Антонио Кошта написал, что речь идет о финансовой и военной поддержке Украины на 2026-2027 годы. Смысл решения двойной – дать Киеву деньги на ближайшие 2 года и одновременно усилить давление на Москву. ЕС не просто пообещал поддержку Украине, а уже окончательно ее оформил вместе с новым санкционным ударом по России, о котором мы сейчас поговорим. После месяцев блокировки решение наконец-то продавили. Европа с размаху влепила оплеуху Кремлю. Пакет ограничений, который блокировался в Венгрии и Словакии, таки получил зеленый свет, и даже подробности попали в сеть. И эти подробности на самом деле впечатляют. Можно назвать этот пакет санкций одним из самых жестких. Под запрет попала продажа танкеров России, обслуживание российских судов и СПГ-ледоколов, операции с 20 банками и услуги в сфере кибербезопасности, даже криптовалюты и цифровой рубль. Отдельно закручивают гайки вокруг портов в Мурманске и Туапсе, нефтяного терминала в Индонезии и российских СПГ-терминалов, которые с 2027 года тоже останутся без европейского сервиса. Даже алмазы теперь будут проверять жестче. Импортерам придется доказывать, что камни не связаны с Россией. Самая яркая тут география. Под ограничения попали структуры из Кыргызстана, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Узбекистана, Казахстана и Беларуси, которые помогали поставлять товары двойного назначения и обслуживать российские схемы. Плюс под санкции ушли еще десятки предприятий и 46 судов. Теперь в черном списке уже 632 корабля. В Казахстане с уклонистами решили не церемониться. В Минобороны прямо заявили, за игнорирование весеннего призыва может наступить и административная, и уголовная ответственность. Замминистра обороны Аскар Мустабеков подтвердил, что такие случаи уже есть, а СМИ уточняют, речь идет не просто о штрафах, а в отдельных случаях о реальном аресте или уголовном деле.
В этом году планируется призвать более 21 тысячи человек. Из них более 11 тысяч будут призваны в вооруженные силы, остальные в другие войска и воинские формирования. Повестка приходит через СМС, через e-gov. Можно проверить. В сети уже расходятся истории о жестких задержаниях и попытках вручать повестки в торговых центрах и клубах. Все это на фоне нового скандала с дедовщиной в армии. После гибели солдата Аспанова 23 января следствие установило систематическое давление на военнослужащих и серьезные провалы в части контроля и дисциплины. Уголовное дело уже ушло в суд. Командира части и 2 его заместителей сняли с должностей. Еще 9 человек получили дисциплинарное взыскание, и власти теперь обещают усилить расследование и ускорить экспертизы. Наследника престола облили краской вместо аплодисментов. Сын последнего шаха Ирана Реза Пехлеви, живущий в изгнании, попал под атаку в Берлине после своей пресс-конференции. Когда он вышел к машине с охраной, активист подбежал и плеснул ему в шею и плечи красную жидкость. Нападавшего сразу задержала полиция, сам Пехлеви быстро сел в автомобиль и уехал. Скандал вспыхнул не на пустом месте, все из-за заявления представителя правительства Германии, который еще накануне сказал, что никто из официальных лиц встречаться с Пехлеви не будет. Я считаю позором, что власти государств, которые находятся под давлением, потому что вынуждены учитывать шантаж со стороны режима через захват заложников или по другим причинам, не готовы к диалогу с людьми, которые находятся здесь, чтобы представлять голос тех, у кого нет голоса. Незадолго до этого Пехлеви публично поддержал удары США и Израиля по Ирану и назвал их гуманитарной интервенцией. По его словам, удары по инфраструктуре режима – это якобы то, чего хотели сами иранцы. А самого президента США тем временем поджимают дедлайны. Закон в Соединенных Штатах запрещает президенту вести войну без одобрения Конгресса дольше 60 дней. И этот срок по операции против Ирана как раз истекает. По данным The New York Times, у Белого дома остается 3 пути: просить у Конгресса разрешения, начинать сворачивать кампанию или пытаться обойти ограничения. Пока Трамп тянет время, он уже продлил перемирие, хотя еще накануне называл это маловероятным и не назвал новую конечную дату. Но трещины пошли уже не только у демократов, но и среди республиканцев. В партии Трампа говорят, после 1 мая продолжение войны без одобрения Конгресса станет опасной игрой. Сенаторы требуют ясности по целям, срокам и цене этой операции. А на Ближнем Востоке тем временем США не отступают. В регионе уже больше 20 американских боевых кораблей, блокирующих связанные с Ираном суда, и туда идет еще одна ударная группа во главе с авианосцем Джордж Буш. НАТО таки пришло на помощь Трампу или показалось, или частично только пришло. В ВМС Германии заявили, что возможная операция по разминированию будет зависеть от того, насколько плотно акватория забита минами. А это уже напрямую влияет и на риск, и на сроки. Сначала военным придется хотя бы открыть безопасный коридор для торговых судов, и только потом можно будет говорить о более широком восстановлении навигации. Есть также вариант, который несет заряд от базуки. Его прикрепляют к объекту, а затем дрон подрывается по сигналу детонации из оперативного центра. После этого он вызывает детонацию мины за счет сопутствующего взрыва, уничтожая ее. Этот заряд от базуки небольшой. Вот такого размера, и весит он меньше 2 килограммов. Но это кумулятивный заряд, который пробьет стальной корпус такого размера. На этом фоне все больше стран готовы подключаться к международной миссии по защите судоходства. В обсуждении уже участвовали около 50 государств из Европы, Азии и Ближнего Востока. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин в принципе готов помочь с обеспечением безопасности маршрутов, но с ключевой оговоркой: для этого нужно хотя бы временно остановить боевые действия. Иначе никакое разминирование не станет спасением, а превратится в работу под обстрелом. Россия все глубже падает в демографическую яму, и никакие призывы рожать во имя будущего уже не работают. По оценке демографов, в первом квартале 2026 года в стране родились 272 тысячи детей. Это на 6% меньше, чем год назад. И это уже 11-й год падения подряд. Более того, нынешний уровень рождаемости – исторический антирекорд. Хуже, как утверждается в исследованиях, было только на рубеже 18-19 веков.
По сравнению с 2014 годом спад вообще достиг 38%. А чтобы вопросов было поменьше, демографическую статистику в России с весны 2025 года просто засекретили. Самое интересное тут даже не цифры, а провал всей кампании Кремля. Годами власти продавали традиционные ценности, давили на тему многодетности и вливали триллионы рублей в нацпроект «Демография». Но вместо разворота минус около 4 миллионов человек естественной убыли за 6 лет. Падает и суммарный коэффициент рождаемости. В среднем детей на одну женщину становится все меньше. Теперь чиновники собираются спасать ситуацию рекламой больших семей и госнаградами для многовнуковых бабушек и дедушек. Интернет в России все чаще выключают под предлогом безопасности. Теперь власти обещают, даже во время таких отключений у людей должны работать хотя бы жизненно важные сервисы. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с правительством. По его словам, сбои в крупных городах связаны с оперативной работой по предотвращению терактов. То есть мобильный интернет могут и дальше резать, но уже с оговоркой. Всегда в приоритете будет обеспечение безопасности людей, наших детей, близких, каждого из граждан России. Нужно проработать механизм бесперебойной работы жизненно обеспечивающих сервисов. Власти хотят сохранить доступ к госуслугам, платежным системам и записи к врачу даже в условиях ограничений. Иначе говоря, интернет будут выключать и дальше. Просто теперь обещают оставить гражданам хотя бы цифровой кислород в виде так называемого белого списка сайтов. Правда, кислородом это сложно назвать. К примеру, канал пропагандиста Соловьева тоже в белом списке. Вот его можно смотреть. А я напомню, что мы разработали свое решение для того, чтобы безопасно находиться в интернете, свой собственный VPN. Пользуйтесь на здоровье. А в прошлом выпуске прямое попадание по многоэтажке в городе-миллионнике. В то же время Путин якобы согласен на встречу с Зеленским. Еще один друг Кремля публично признал поражение. И на фоне всего этого разведка бьет тревогу. Китай может сделать шаг, который будет выглядеть как вступление в войну. Если еще не видели, обязательно посмотрите, а мы с вами встретимся уже вечером.